Не верится, что это тесто приготовлено без скалки. Оно растягивается руками в тончайший лист, а после выпечки превращается в золотистые, слоистые бурики. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Сейчас покажу весь процесс от начала до результата. Для теста в миску всыпаю 350 граммов муки. Добавляю к 200 миллилитрам воды 1 чайную ложку соли. Перемешиваю и замешиваю мягкое эластичное тесто. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Вот такое тесто у меня получилось. Слегка округляю его. Перекладывая в чашку поменьше, вы можете этого не делать. Накрываю пищевой пленкой и оставляю отдыхать примерно на полчаса. Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. Берем шпинат и нарезаем его. Здесь в начинке нет строгих пропорций. Я взяла примерно 300 граммов шпината. Кстати, начинку для таких буреков можно менять по своему вкусу. Отлично подходит картофель, мясо, творог и разные виды сыра и зелень. Отправляю все в миску. Затем нарезаю зеленый лук. Его у меня около 200 граммов. Нарезанный лук отправляю в миску со шпинатом. В миску с зеленью разбиваю 5 яиц. Яиц может быть больше или меньше, на ваше усмотрение. Кто как больше любит. Добавляю соль по вкусу. Черный и красный перец. Теперь все хорошенько перемешиваем до однородности. Добавляю 150 граммов сыра и еще раз перемешиваю. Сыра также может быть больше или меньше. Тесто уже отдохнуло. Оно совсем не липнет к рукам, поэтому дополнительная мука мне не понадобится. Делю тесто на 6 равных частей. Формирую небольшие шарики. Накрываю их и оставляю еще на 10 или 15 минут. Теперь нам нужно слегка расплющить каждый шарик. Для смазывания я использую смесь из растительного масла и маргарина в пропорции 50 на 50. 100 грамм маргарина и 100 грамм растительного масла. Этой смеси для меня оказалось слишком много. Достаточно было и половины. Также маргарин можно заменить сливочным маслом. Тарелку смазываю маслом и выкладываю первую лепешку. Каждый слой обязательно смазывай маслом и складывай лепешки друг на друга. Оставляю еще на 10 или 15 минут. Чем лучше тесто отдохнет, тем легче будет его растягивать. Если есть время, можно оставить его даже на полчаса. Теперь самое интересное. Беру лепешку и начинаю аккуратно растягивать ее руками от центра к краям. Не забываем периодически смазывать тесто маслом. Так оно становится более эластичным и легко растягивается. Если тесто где-то слегка порвалось, не переживайте. Для бурека это совершенно не критично. После сворачивания и выпечки ничего не будет заметно. Посмотрите, какое тонкое тесто получилось. Оно почти прозрачное. Перед тем, как класть начинку, смазываем тесто полностью маслом.
Очень важно не пропускать этот шаг. Масло помогает слоям отделяться друг от друга и делает готовую выпечку более слоистой. Начинку я заранее визуально разделила на 6 частей. Выкладывая одну часть на край теста. Количество начинки можно регулировать по своему вкусу. Можно класть больше или меньше. Теперь сворачиваем в рулет, как на видео. Подворачиваем наши края, чтобы начинка не вытекла. Перекладываем наши буреки на противень, застеленный пергаментом. И таким же образом формирую остальные буреки. Все заготовки готовы. Для красивой золотистой корочки обязательно смажьте буреки желтком. Именно он дает такой аппетитный цвет. По желанию еще можно посыпать кунжутом. Отправляю разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 или 40 минут. Но обязательно ориентируйтесь на свою духовку. Выпекаем до красивой золотистой корочки. Наши буреки готовы. Посмотрите, какие они румяные и аппетитные. Давайте разрежем и посмотрим, как внутри получилось. Тонкое слоистое тесто, много сочной начинки и невероятный аромат. Получилось очень вкусно. Их можно есть с любым любимым соусом или просто так без ничего. Если вам понравился рецепт, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях, какую начинку для буреков любите больше всего. Пусть в вашем доме всегда будет уют, вкусная выпечка и счастливые моменты за семейным столом. До новых встреч! Ассаляму алейкум!